росла обычным ребенком. Ничего такого, чтобы, как говорится, мы начали бить в колокола. Это было до 1 года и 5 месяцев. В этот момент она замолчала. Абсолютно замолчала. Пошли к врачам, нам сказали, ну, ничего страшного, ребенок разговорится. На 4-м году жизни нам поставили диагноз, что у нас аутизм. Как тебя зовут? Скажи громко. Как тебя зовут? Юля. Как тебя зовут? Громко. Дай мне ручку. Как тебя зовут? Приехала девочка с папой и с мамой. Нельзя сказать, что девочка была с нами. То есть папа с мамой были явно с нами, а с девочкой было довольно-таки трудно найти общий язык. Первое впечатление от встречи с Юлей, что этот ребенок не заинтересован в контакте с окружающими людьми и что она умеет общаться только со своими родителями, которые понимают ее желания. Она не понимала, что от нее хотят. Мне нужно было попросить ее дай что-то, должна была взять ее руку и показать, что мне дать. У нее не было никаких навыков учебных вообще. Мы ждали этого ребенка. Для нас долгожданный ребенок, первый ребенок. Честно сказать, было как-то все равно, кто родится, мальчик, девочка, потому что, ну, скажем так, это наш ребенок, любимый ребенок. Юленька была обычным ребенком. Никаких отклонений у нее врачи не видели. В определенный момент она просто замолчала. Пошли в больницу к нашему врачу. Нам сказали, что мама, папа, это бывает с детьми? Может быть, это испуг. В 3 года мы уже стали обращать внимание, что ребенок ни с кем не остается, за исключением родителей, то есть меня и любимой. В нашем городе медико-педагогическая комиссия, где присутствуют и врачи-психиатры, и педагоги. И нам поставили диагноз, что у нас аутизм. Для меня, скажем так, это был как гром среди ясного неба. В первую очередь потому, что не было ясно, что за эта болезнь. С моей стороны это была растерянность. Потому что, я говорю, слово аутизм я слышала первый раз. Я до сих пор не могу сказать честно, понять, что такое аутизм. Я не могу сказать, что я свыклась, нет, я не свыклась с этим. Научиться жить, наверное, да, а свыкнуться нет. Наша семья, вот я, мой муж и моя дочь, мы, наверное, как-то стали меньше общаться в обществе. Люди не воспринимают таких детей. По крайней мере, вот у нас в России люди не воспринимают таких детей. Мы живем в своем мире. Нам троем комфортно. Это мой ребенок. И какой бы он ни был, обыкновенный, особый, там, с какими-то физическими либо умственными отставаниями, это мой ребенок. И здесь вариантов нет. Все зависит от брака. От брака, от любви. Когда мы начали читать, узнавать об этом диагнозе, везде было написано, что в России нам не помогут. Я неоднократно по интернету писал в разные клиники, вот. А нам пришел ответ от
группы «Суламот». Нас пригласили на работе, выделили деньги. Когда я ехал сюда, я прекрасно понимал, что я назад абсолютно здорового ребенка не увезу, то есть я не строил иллюзий, но в то же время я надеялся, что будут какие-то сподвижки. Сделай как я. Как я. Продолжай, как я. Скажи, у Юленьки очень была несвязанная речь, как говорится, пустые слова. Она не могла держать диалог, она не могла держать взгляд. Дай мне кубик. Спасибо. Теперь твоя очередь. Теперь ты. Аня, дай синий кубик. Ребенок, с которым никогда не занимались. И Юля никогда не сидела за столом. Нужно было ее привлечь к столу. Естественно, было очень трудно, потому что она даже 5 минут не могла сидеть на месте. У нее не было никаких навыков учебных вообще. Происходило сумасшествие. Во-первых, новые люди. Такие детки новых людей воспринимают очень тяжело. Они к себе подпускают не всех и не всегда. Какие? Вот это следующее. Сяди. Если те кубики идут, те лучше. Ага. Мама, следующий сигнал, садимся заниматься. Мы считаем, что это акт очень высокого доверия. То, что семья приезжает сюда с ребенком, у нас сразу такой мандраж. Все время такое ощущение, ой, как же мы его к нам сюда. А потом начинается работа. Печень, живот, голова. Печень, живот, голова. Молодец, отлично, умничка. Ротик. Вся информация о Юле может прийти к нам только от родителей. Мы часто спрашиваем родителей, что любит ребенок, чем можно заинтересовать ребенка, смотивировать. Юля любит музыкальные инструменты. Это нам было сказано, я подготовила заранее на планшете программу специальную с разными музыкальными инструментами. И это то, что спасло нас. Это то, что сработало. Так вот началась наша дружба с Юлей. Давай, выбирай. Положи правильно синюю куклу. Смотри, где куклы? Ой. Где все? О, да. Ну там кукла. Молодец. Что это? Синий флажок. Положи правильно синий флажок. Молодец. Умничка, Юля. Умничка. Ты закончила. Молодец. Музыку? Музыку. Включи дудочку, потом гармошку. Что касается методики, мы считаем, что нету одной методики, которая подходит всем детям. Мы делаем сборную солянку из различных методик. Это мультидисциплинарный подход. Это очень большой прыжок в нашей жизни. Вместе, еще чуть-чуть. Мой ребенок плакал на занятиях первое время, но я была абсолютно спокойна за своего ребенка. Потому что я видела, что люди творят, можно сказать, чудеса. Относительно ребенка, который никогда не занимался, Юля нас удивила очень. Юле стало очень интересно заниматься. У меня есть собака. Что ест собака? Собака ест косточки. Собака ест косточки, правильно? Она была вот как земля, которую не поливали долгие-долгие годы, и любая капелька воды была воспринята ей с жадностью, впитывалась тут же, и результат был совершенно потрясающий. И Юле нравится заниматься, Юле нравится видеть что-то новое, понимать что-то новое. Что здесь? Морковь. Скажи, я забыла. Я забыла.
Мяч. Правильно. Что у меня здесь? Полчаса мы сидим, занимаемся, 40 минут. И она сидит, она занимается, и она хочет этого, она ждет этого. Такое ощущение, что вот ее держали все время, и вот сейчас выпустили. Умничка, умничка. Посчитай, сколько ты сделала, посчитай. 1, 2, 3. Сколько ты сделала? 3. 3 пазла. Ты молодчиночка. Каждый день она занималась по 4-5 часов с педагогами. И 1:15 каждый день она занималась спортом. Для нее это стресс. Но, тем не менее, она высиживает это время, разговаривает, занимается. Это труд. Это, во-первых, труд моего ребенка. Это труд наших педагогов. У меня есть. Молодец, у тебя есть. С Юлей нужно работать каждую минуту. Такие дети, как Юля, они не учатся сами. Дай мне мальчика и девочку. Мальчик. Молодец, умничка. Мальчика и девочку. На чем они играют? Играет на барабане. Ты молодец, молодец, молодец. Она стала смотреть нам в глаза. Взгляд ребенка – это все для мамы. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Юба. Я считаю до 10. Смотри на меня. 10. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично ты смотрела на меня. Ты умничка. Я думаю, у этой семьи случилось второе рождение. Появилась надежда. С этим можно что-то делать. Юля может обучаться. Думаю, что я даже где-то заряжаюсь от них, заряжаюсь энергией. Иногда, когда у меня нету сил, я смотрю, как Юля борется. Можно физически устать настолько, что я выхожу с работы и сажусь на ближайшую скамейку, просто потому что... Представляешь? И перед такой физической усталостью есть какие-то моменты, что ребенок это сделал. Это непередаваемо. Ради этого я это делаю. То, что чувствую я вижу в своих коллегах. Ни одного равнодушного дня. Мой ребенок их не просто подпустил, она их приняла, она их полюбила. А это стоит высоких похвал. Мама, дай бирюзовый треугольник. На, Юленька, бирюзовый треугольник. У Юли удивительные родители. То тепло и любовь, которую они дают Юле. Они партнеры. Большая работа происходит с родителями. Мы учим и маму работать, и папу работать. Мы стараемся сделать все, чтобы вовлечь родителей в процесс как можно больше. И только так можно прийти к максимальному результату. Мы никогда не прощаемся с родителями. После 3-4 недель мы как будто бы становимся одна семья. Бабочка. Сколько бабочек? 8 бабочка. Молодец. По истечению 3 недель, что мы здесь прошли коррекционное обучение, просто мы увидели, на что способен наш ребенок. Можно сказать, что у Юли случилось второе рождение, что мы пересмотрели свои взгляды на многие вещи. Диагноз аутизм – это не приговор. Да, это очень тяжелый, длинный, долгий путь. Это не только работа моего ребенка, это работа, прежде всего, моя и моего мужа. Будем также с ней заниматься, будем также продвигаться. И, конечно, я буду обязательно поддерживать связь с нашими педагогами здесь, в Израиле. В Израиле очень чуткое отношение к этим детям. Здесь особенное отношение к жизни вообще.
Здесь жизнь, ценность сама по себе. Здесь не бывает человека, который списан со счетов. Любое проявление человека здесь ценно, как проявление жизни. Как тебя зовут? Юля, Сколько тебе лет? 10 лет. Где ты живешь? На Латоите. Угу. Как зовут маму? Маму Таня, Как зовут папу? Витя, А как твоя фамилия? Ухатева.